Привет из Турции! В этом видео я сделаю обзор жилого комплекса с отельной инфраструктурой в Алании, в котором я сейчас снимаю квартиру. Покажу вам, как живут и отдыхают россияне и европейцы в Турции. Это видео будет полезно тем, кто собирается переехать сюда на ПМЖ или отдохнуть без «все включено». Я поделюсь с вами полезными контактами и дам советы. Жилой комплекс, в котором я остановилась, называется Орион Сити. Он расположен в курортном районе Афсалар, примерно в 100 километрах от аэропорта Анталии и в 25 километрах от центра Алании. Это далеко не единственный комплекс с отельной инфраструктурой. Именно такие дома сегодня популярны на юге Турции. Чаще всего квартиры в них покупают иностранцы, в том числе и россияне. Кто-то остается здесь жить, а кто-то приобретает недвижимость в Турции с целью сдачи в аренду. На этом можно хорошо заработать. Огромный плюс таких жилых комплексов – это охраняемая территория. Она вся обнесена забором, и посторонние сюда не попадут. Чтобы попасть внутрь, нужен вот такой вот брелочек, который открывает калитку. А еще повсюду установлены камеры, так что с безопасностью тут все в порядке. Территория у этого комплекса очень большая, зеленая, красивая. Тут постоянно работают садовники, следят, чтобы все деревья были в порядке, все кустики подстрижены, чтобы всюду были цветы, чтобы гостям, жителям было здесь приятно гулять. Там находится бассейн, сейчас я вам все подробненько покажу. Во внутреннем дворе находится парковка для автомобилей, электромопедов и велосипедов. Еще есть места, где можно подзарядить электромопеды. Все сделано так во внутреннем дворе, чтобы людям это не мешало. А вот здесь находится зона с игровыми площадками, футбольное поле, теннисный корт и есть баскетбольное кольцо. Еще тут есть сервис трансфера в аэропорт. Цены всегда меняются, но вот сейчас, летом 2023 года, они такие. Если бы я вам не сказала, что это жилой комплекс, вы бы, наверное, подумали, что это отель. Посмотрите, как здесь все красиво, какая продуманная территория. В центре находится огромный бассейн. Тут есть водные горки и зона для купания детей. Вокруг бассейна расставлены лежаки, зонтики, мест много, всем хватает. Также рядышком есть кафе, в котором можно заказать что-то выпить или перекусить. Рядышком с кафе находится еще игровая площадка, то есть люди часто сюда приходят вообще на целый день, оставляют детей на площадке, сами пьют кофе в кафешке или заказывают там свежевыжатый апельсиновый сок, потом загорают, купаются. Все очень удобно, все комфортно. Тут еще работает бесплатный Wi-Fi, тоже классно. Всегда можно зайти внутрь, там есть что-то вроде ресепшена, там можно остыть немножечко, поиграть, например, в пинг-понг и потом снова вернуться отдыхать. В общем, очень классно, действительно, как в отеле. Посмотрите, насколько красивая, насколько зеленая тут территория. Так приятно просто здесь даже гулять. Поют птички, пахнет розами. Вообще такая красота. Жить в таком месте просто чудо. Теперь давайте посмотрим инфраструктуру внутри. Это помещение, в котором находится зона с настольным теннисом. А вот там дальше расположен крытый бассейн. Сейчас лето, поэтому его выключили. Никому этот крытый бассейн сейчас не нужен, потому что есть открытый. Но зимой можно здесь купаться. Это что-то вроде ресепшена. Тут находится спортзал, дальше есть хамам и сауна. Здесь можно поиграть в бильярд, можно посидеть просто отдохнуть. Тут есть мини-библиотека, где книжечки взять можно, почитать. Тут же находится управляющий, к которому можно обратиться по любым вопросам. А еще есть игровая комната, в которой стоят игровые автоматы, и есть даже мини-кинотеатр. Тренажерным залом, сауной и турецким хамамом жители комплекса тоже пользуются бесплатно. В Турции все это включено в айдат, аналог нашей квартплаты. Если вы берете квартиру в аренду, чаще всего айдат вам платить не нужно. Его оплачивает хозяин.
Для тех, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе, есть вот такие тренажеры. А еще тут есть вот такая площадочка для игры в питанг. В Алании живет очень много немцев пожилого возраста, которые просто обожают эту игру, и, конечно же, для них предусмотрено вот такое развлечение. В комплексе есть вот такая беседка для барбекю. Они вообще очень популярны в Турции, есть почти в каждом жилом комплексе с инфраструктурой. В центре беседки находится мангал, а вам нужно принести свой уголь и решеточку. Купить их можно в ближайшем супермаркете. И можно вот так вот сесть, пожарить шашлычок, отдохнуть. Очень хорошо. Ставьте лайк, если вам понравилась территория этого комплекса. А сейчас пойдемте посмотрим мою квартиру. Но перед этим у меня будет полезная рекомендация для тех, кто уже захотел переехать в Аланию, загорелся этой идеей. Сейчас самое главное – выбрать надежного застройщика. С ним я вас и познакомлю. Знакомьтесь, Kalite Construction – застройщик в Алании с отличной репутацией и десятилетним стажем работы. Слово «Kalite» на турецком означает «качество». Компания открыла свой офис в бизнес-центре, который сама же и построила. Тут заключаются сделки, работает русскоязычное радио и разрабатывается приложение Alanya Go. Приложение будет доступно в июле. В нем можно будет узнать о последних новостях Турции и предстоящих событиях в Алании, заказать такси и найти лучшие места для отдыха. Подписывайтесь на Kalite Construction в соцсетях, чтобы узнать обо всем первыми. Основная деятельность компании – строительство. Один из основателей Kalite Construction является ее ведущим архитектором. Он лично контролирует каждый этап строительства. Kalite Construction гордится качеством своих проектов. Компания использует материалы премиум-класса, такие как мрамор и гранит, а также уделяет большое внимание безопасности. Качество и статус комплекса подчеркивают детали. Нескользящая плитка возле бассейна, теплые полы в квартирах, хорошая звукоизоляция, фильтры для очистки воды и так далее. Далеко не каждый застройщик в Турции уделяет внимание таким вещам. Этот жилой комплекс строится в районе Оба, который называют новым центром Аланьи. Тут будет полная отельная инфраструктура. В описании под видео вы найдете все контакты Kalite Construction и Alanya Go. Сохраняйте их на будущее, если вас интересует покупка недвижимости в Турции или вы просто хотите стать первыми пользователями приложения для русскоязычных жителей в Аланьи. Сейчас я покажу вам свою квартиру, я снимаю ее в аренду. Это однушка, в Алании она называется 1+1, то есть гостиная, совмещенная с кухней, и отдельная спальня. Давайте посмотрим квартиру, начнем от входной двери, я вам все подробненько покажу. Квартира очень просторная, светлая, мне здесь очень нравится находиться. Здесь вот такая прихожая, смотрите, она светленькая, тоже просторная. Вот тут стоит шкаф, и в нем по-хитрому спрятана машинка стиральная. Тут зеркало в полный рост. Это домофон с видеосвязью. А вот это счетчик. Тут очень интересная система, как пополнять свет. Вот эта карточка. Нужно у бассейна сходить к человеку и положить туда деньги. Потом прикладываешь эту карточку, он показывает, сколько у тебя киловатт, и видишь, как они расходуются. Когда видишь, что все заканчивается, нужно снова сходить и положить деньги. Очень интересно. Напишите в комментариях, видели ли вы где-то еще такую систему пополнения электричества. А сейчас пойдемте в спальню. Тут у нас кровать, рядышком комод, и в комоде находится постельное белье, полотенце. Все очень удобно, продумано. Здесь есть гладильная доска и утюг. В спальне окно, вид во двор. Тут очень тихо, спокойно. Вот такой симпатичный торшерчик. Комната сама очень светлая, приятная. Тут шкаф с еще одним зеркалом в полный рост и кондиционер. Еще огромный плюс, что во всей квартире стоят москитные сетки и в гостиной, и в спальне, и даже на маленьком окошечке в ванной. Давайте ее, кстати, посмотрим. По фотографиям мне казалось, что она меньше, она оказалась прямо очень просторной. Смотрите, какая длинная.
Здесь душевая кабина, все очень чистенько, никакой плесени, сантехника тут хорошая, тоже видно, что она в отличном состоянии. Тут такая полочка, водонагреватель, очень удобно. И еще здесь вот такая зона с раковиной и зеркалом. Теперь попадаем в основную комнату. Здесь и гостиная, и зона кухни. Холодильник тут большой, есть посудомойка и какая-то мелкая бытовая техника типа тостера, чайника. Здесь сушилка для посуды, в шкафах очень много разной посуды, и тарелки, кружки, сковородки, кастрюли, все как нужно. Это газовая плита, вот тут вот стоит баллон, когда он заканчивается, нужно заказывать новый баллон. А вот это, обратите внимание, канистра для воды. В Турции нельзя пить воду из-под крана, поэтому воду нужно заказывать в бутылках. Очень удобно, что напротив этого комплекса находится сервис доставки воды. Просто пишешь им в WhatsApp, и они минут через 10-15, наверное, приносят тебе бутылку воды. Причем доставка бесплатная, платишь только за воду. Канистру одну забирают пустую и дают взамен полную. Очень удобная система. Здесь есть духовка и вытяжка. Шкафчики мне нравятся, много места для хранения продуктов, для хранения посуды. Вообще зона кухни классная. В этой комнате тоже есть кондиционер. Тут много света, потому что окна выходят и на ту, и на другую сторону. Вот тут балкон, а вот здесь окна, которые ведут во двор. Здесь есть стол, за которым можно обедать, диван прямо напротив телевизора и еще вот такая небольшая зона отдыха. А рядышком комод для вещей. А теперь давайте сходим на балкон. Очень здорово, что балкон тоже защищен сеткой от комаров. Я живу тут уже почти месяц, и ни одного комара я тут не видела. Плюс этой квартиры застекленный балкон. Она находится на 2-м этаже, и летом это добавляет шумоизоляции, а зимой это добавляет тепла. Еще тут вот такая замечательная зона отдыха, кресло, столик, можно сидеть, пить кофе, любоваться пальмами, бассейном. Очень хорошо. Еще тут есть сушилки для белья. Все комфортно, все продумано для жизни. Вам наверняка интересно, сколько стоит аренда такой квартиры в Турции. Но чтобы вас не запутать, в описании под видео я оставлю контакты хозяйки этой квартиры, и вы можете написать ей напрямую и узнать актуальную стоимость. Потому что цены на аренду в Турции зависят от множества факторов. Посуточно вы снимаете или помесячно, сколько вас человек, какой сейчас сезон и какие времена вообще в Турции, хорошо все или плохо. Цены очень скачут, и мое видео может быстро потерять актуальность. Не стесняйтесь написать хозяйке, это очень хорошая женщина из России, которая с радостью ответит на все ваши вопросы. Главный плюс жизни в Турции – это море. От комплекса Орион Сити, в котором я остановилась, можно дойти до пляжа примерно за 10 минут. Береговая линия в Афсаларе просто идеальна. Мягкий песок, плавный заход в воду. Тут очень приятно гулять и купаться. На пляже есть несколько кафешек, которые предлагают не только напитки и закуски, но и лежаки в аренду. Сам Афсалар тоже хорош. Тут есть магазины и супермаркеты, рестораны и кафе. Хорошие места для прогулок. А на активный шопинг всегда можно поехать в соседний поселок Конаклы или в Аланью. Каждую среду в Афсалар приезжает огромный базар, на котором торгуют фруктами, овощами и одеждой. Очень удобно, что Орион Сити расположен прямо возле этого рынка. А еще в одном из корпусов находится популярный турецкий супермаркет.
Мне очень нравится этот комплекс. Тут хорошо и жить, и отдыхать. Как видите, русские в Турции живут и отдыхают в очень комфортных условиях. Ставьте лайк, если хотите так же. Заглядывайте в описании под видео. Как и всегда, я оставила для вас много ценной информации и полезные контакты. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Турции и не только.